Оказалось, что этого недостаточно. И ты обычно понимаешь, когда чего-то недостаточно, когда приходит дизайнер на очередной созвон и приносит тебе виджет, от которого у тебя расширяются границы мировоззрения. И таким виджетом стало голосование, потому что понятно, что есть простые виджеты типа кнопок. Мы просто рендерим элемент ссылка, вставляем туда нужный href, готово. Но есть виджеты, у которых есть свойства, что они обладают каким-то общим состоянием. Например, виджет с голосованием, у него есть какое-то состояние лайков и дизлайков. И пользователь может взаимодействовать с этим состоянием. Либо отправлять свой голос, либо получать текущую статистику по голосам. И это приводит к тому, что нам нужно делать как бы бэкэнд для виджетов. И это отдельный микросервис бэкэнд для виджетов. Он позволяет создавать в нужное время для виджетов состояния и уничтожать их, когда они больше не нужны. И для начала, чтобы протестить, как вообще это работает, я создал виджет, который называется «Случайное число». И я написал его в двух вариациях. В одном случае случайное число генерировалось просто статично на фронте, и поэтому оно у каждого было очевидно разным. Но потом я вынес создание числа на бэкэнд, в общее состояние. И получается, что оно действительно, каждый элемент в трансляции получалось разным, но зато в один и тот же момент у разных зрителей оно было одинаковым. Такой тест состояния. И потом я создал уже более сложные виджеты типа голосовалок. Возникла проблема, когда у нас появляется бэкэнд, то у нас появляются хакеры, и нам нужно как-то бороться с тем, чтобы система была достаточно относительно невзламываемой. И, во-первых, мы настроили лимиты. И пришлось написать, так как это фреймворк, пришлось написать достаточно много некрасивого кода, чтобы в документации можно было показывать красивый код. И чтобы программисты, которые приходят на проект, у них была такая больше декларативная запись информации о виджете. И мы настроили лимиты, что можно написать, например, вот это голосование можно проголосовать один раз. А если это виджет с комментариями, то там есть лимит по времени, что можно голосовать, например, отправлять комментарии раз в 10 секунд. Еще нам бы хотелось как-нибудь информацию о виджетах сохранять, вот это состояние, потому что нам было бы интересно посмотреть результаты голосования через какое-то время. И здесь самое сложное, во-первых, опять же, у нас нет какой-то заданной структуры, мы не можем каждую таблицу, каждый виджет запихивать в свою таблицу. Нам нужно, во-первых, все данные определить, какие из них идут в базу, и сериализовать, отправить в базу в одном формате. И вторая загвоздка в том, что у нас виджеты привязываются к состояниям по-разному. Например, есть виджет с комментариями, он глобальный, он один на странице, и он не привязан ни к какому контенту, он просто сам по себе. А виджет с голосованием, хорошо бы его привязать к какому-то контенту по отдельности, потому что нам не важно, сколько всего нажали на кнопку лайка и дизлайка. Точнее, важно, но не так. Нам бы интересно скорее посмотреть, сколько поставили лайков и дизлайков на этот контент, а сколько на тот. Поэтому бэкэнд виджетов умеет работать в нескольких состояниях сразу. Либо он привязывает все к глобальному состоянию, либо к контенту, либо сейчас практически не используется, но он умеет привязываться даже к текущему проигрыванию, к текущему элементу в расписании, если что-то нужно отследить прямо в реал-тайме. После этого я сидел на диване, пришел арт-директор и опять расширил мои границы мировоззрения. И мы придумали, что классно каким-то образом делать виджеты, которые можно кастомизировать под данные клиента. И так появился виджет.
эта иконка с кофе. И так появился виджет, который умеет показывать какую-то информацию, приходящую из API-шки. И в какой-то момент у нас на телевизоре, который висит на 7-м этаже, появился вот такой, например, виджет, который показывает, подтягивает данные из кафетерия, который находится на том же 7-м этаже, и показывает, вот сколько на текущий момент выпили чашек кофе, или сколько человек сегодня пришли в студию. И для нас самым главным челленджем было сделать так, чтобы этот виджет оставался абстрактным. И поэтому мы получение данных делегировали вот как бы компаниям, которым мы продаем этот виджет. Мы говорим, что вот эти виджеты, число из API, текст из API, который позволяет вводить текст, они ничего не знают про контент, они ничего не знают, что им придет. Редактор вставляет ссылку на API-шку, и вот эта API-шка должна вернуть данные в строгом формате. Значит, надпись наверху, число, надпись внизу. Или просто текст, если это виджет с текстом. И это позволяет нам делать виджеты настраиваемым. Ну, типа мы продаем, не знаю, потоку с аэропорту, и мы можем отображать другую информацию, но при этом эти виджеты остаются абстрактными. Я их называл интеграционные виджеты. То же самое, например, есть у нас виджет с погодой, только здесь уже интеграция не с нашими сервисами, а с API-шка, которая определяет погоду по местоположению. И у нас в трансляции, кстати, всегда сначала первым элементом идет погода в текущем городе, то есть мы еще проходим путь определения локации по IP-шнику, и вторые два уже берутся случайные города. И это прикольно, потому что ты обычно, когда смотришь какой-нибудь прогноз погоды, то у тебя просто все города сразу, а тут мы получаем возможность вообще показывать какую-то персонализированную информацию. Надеюсь, это не будет использоваться в злых целях. Иногда сложно писать API-шки на каждый необходимый виджет, поэтому в некоторых местах у нас интеграция с Google таблицами, например, чтобы менеджер смог внести какие-то данные. Впрочем, тот виджет с лицами, который я показывал и который отображает нам какое-нибудь лицо и ссылку, он заполняется редактором в Google Доке. Какой вообще есть набор лиц, и поэтому мы можем обновлять информацию, которая поступает в виджет без вмешательства программиста. Сейчас на JavaScript конфе мне придется показать кусочек питонового кода и показать просто, как дописывается новый виджет. И это происходит, достаточно просто. Вот это настоящий бэкэнд для виджета с голосованием. И он занимает, 18 строк, из которых 5 пустых. Мы определяем с помощью специальных декораторов, к чему привязывать виджет к контенту, определяем лимит и определяем дата. Это то, что отправится в базу. Определяем, конструктор, и с помощью декоратора action мы определяем, я их и назвал экшены, какие-то способы взаимодействия пользователям с состоянием виджета. Все это, конечно, разворачивается в страшные вещи, там с инспекцией функций, чтобы во все экшены приходили не объекты, а уже прям хорошие поля, которые можно использовать. Но вот получилось сделать эту штуку такой, что дописывать новые виджеты и на фронте, и на бэке достаточно удобно.